Скажи, пожалуйста, а как появляются новые стремления? Да, это интересная тема. Давай ее рассмотрим. По сути, то, что ты спросил, это вопрос о том, как в каком-то объекте появляются новые качества. Ну или если мы берем живое существо, то новые стремления. И чтобы ответить на этот вопрос, давай рассмотрим живое существо, которое живет в коллективе и имеет достаточно сложную организацию вот этого коллектива. Вот, скажем, возьмем какое-нибудь маленькое насекомое. Пчелу, а лучше муравья. Поодиночке они для большого животного, например, человека, особой опасности не представляют. Просто их укус может быть неприятен и не более того. Но ситуация совершенно меняется, когда человеку противостоит уже не один муравей, а целый рой, целая колония муравьев. И в этом случае уже они могут оказать серьезное противодействие человеку, даже такому большому, совершенно несопоставимому с ними по размеру живому существу. Вот, скажем, большой муравейник мы нашли, достаточно большой. И если их немного потревожить, то они начинают атаковать. Как бы то, что они воспринимают как угрозу для себя. И пока это один муравей, то особых неприятных ощущений это не вызывает. Но если вот уже набегает большое количество насекомых, то их воздействие оказывается уже для меня ощутимым. Вот они наконец-то разозлились и начали набегать. Как бы я не совершаю никаких вредных для них действий, если это кого-то может задеть. Но они атакуют. При этом они выпускают определенную кислоту, муравьиный спирт, и тем самым побуждают других особей, кстати, к атаке. То есть, вот как ты видел, сначала атаковал только один муравей, но его атака служит сигналом для атаки других особей данного коллектива. И они начинают уже делать это все вместе. И через какое-то время это уже может стать, скажем так, неприятным. Вот. Сейчас просто жарко, их не очень много, поэтому они не активные, а обыкновенно их больше. Вот, все. То есть идею я иллюстрировал, это более-менее ясно? Да. Хорошо, пойдем дальше. Ну, у муравьев их поведение, хотя может быть достаточно сложным, и их общество очень сложно структурировано, может быть, у них все же вариативность их поведения, то есть доступные им варианты удовлетворения естественных их потребностей достаточно ограничена. Если же мы возьмем существо с более сложной организацией, то есть человека, скажем, то у него уже есть возможность удовлетворять свои естественные потребности по-разному. Кстати, вот смотри, интересно, мы нашли множество ягод. Это брусника, очень вкусная и ценная лесная ягода, ее можно употреблять в пищу. То есть употребление чего-то в пищу – это реализация естественной потребности человека к удовлетворению голода, так? Но при этом много за раз, на самом деле не съешь. И у нас, как у существ, обладающих мышлением и сложной психикой, есть возможность, скажем, собрать эту ягоду впрок. Прийти, собрать и потом есть какое-то время. Или даже заготовить на зиму. И чем больше эти способы различаются, тем мы считаем человеческое общество и человека более развитым.
Надо сюда вернуться. Пойдем дальше. Пока. И вот эта вариативность возможного удовлетворения естественных стремлений также является очень важным условием для того, чтобы в каком-то коллективе появилось новое качество или новое стремление даже. Итак, у нас уже есть два условия для возникновения новых качеств. Первое – это большая масса или количество элементов, входящих в коллектив или в какой-то предмет. И второе условие – это то, что предметы, которые составляют этот коллектив, или живые существа, входящие в него, обладают достаточно высокой индивидуальной вариативностью поведения. Это тоже важно. И теперь можно рассмотреть то, как взаимодействуют вот эти два условия, то есть масса или количество элементов и вариативность поведения каждого элемента. И для иллюстрации вот взаимодействия этих условий мы возьмем такой пример уже человеческого коллектива. Вот, скажем, город многомиллионный, как Москва, Петербург или города другого федерального значения, просто большие города, и село, в котором живет, скажем, человек 100, допустим. Я учитываю и взрослых, детей, женщин, всех. Допустим, 100 человек, это, дворов 20, 30, максимум 40, я думаю. Вот скажем, как ты думаешь, насколько в таком маленьком коллективе, как это село, может быть вариативно поведение каждого человека? Но я думаю, что не очень сильно. Ну да, правильно. Потому что каждый коллектив, как и любая сложная система, он стремится к самосохранению, поддержанию своего существования. Просто потому, что у тех существ, которые в него входят, у живых существ есть такое стремление. И оно передается этому коллективу, как в случае с муравьями. Мы рассматривали это. И такое самосохранение вот этого коллектива, поддержание его существования, его устойчивость может быть только тогда, когда поведение составляющих его элементов укладывается в какой-то вот порядок, в какую-то структуру. Вот, скажем, у тебя есть тело, которое состоит из множества клеток, так? Если одна клетка начнет себя вести как-то по-своему, или, скажем, волос вдруг начнет склониться туда, куда ему надо, то будет это заметно? Заметно это не будет, потому что их очень много. Да, правильно. А если целый палец уже начнет вести себя как-то по-своему? Есть, кстати, такое заболевание психическое. Но это будет уже заметнее, потому что... И очень неприятно. Правильно, потому что палец – это очень уже весомая часть твоего тела. Точно так же и в коллективе, который мы рассмотрим, в коллективе людей. То есть, если коллектив большой, как город, то там какая-то группа, число которой связано с числом элементов вообще вот этого коллектива, то есть с общим народонаселением, может вести себя как-то иначе, в отличие от общепринятого вообще нормы. Но если это село маленькое, это коллектив небольшой, то там уже накладываются очень жесткие ограничения на то, как ведет себя каждый вот индивидуальный составляющий их живое существо, каждое живое существо. Вот, и при этом, пойдем дальше, пройдем. Такая интересная вещь. Чем больше коллектив, то есть чем из большего числа элементов он состоит, тем он более устойчивый. Просто потому, что неизбежные все-таки отклонения в удовлетворении естественных потребностей, которые случаются у существ со сложной организацией, как таких как люди, они вот эти отклонения все-таки нивелируются. То есть кто-то ведет себя так, кто-то иначе. И в итоге это приходит к некоторому общему, среднему, уравновешенному состоянию. Если же составляющих коллектив мало, то он менее устойчивый, он больше может подвержен каким-то случайным изменениям. То есть, с одной стороны, чем коллектив массивнее, тем он устойчивее.
Но во взаимодействии вот этих двух условий, этих двух качеств коллектива, его массивности и вариативности поведения, составляющих его элементов, есть еще один интересный аспект, который, можно сказать, противоположен вот этой устойчивости. А именно это динамичность больших коллективов. И что интересно, вот эта динамичность, то есть способность на изменять свою структуру, изменять свое поведение вот в целостности этого коллектива, она также связана с его массивностью, с ростом числа единиц, которые составляют какую-то группу или предмет. В процентном соотношении просто уменьшается та группа, которая оказывает значимое влияние на действия коллектива. И тут даже не имеет особого значения, что мы измеряем: общество, людей, скажем, или какой-то предмет, состоящий из молекул. Чем из большего числа молекул или людей состоит этот предмет, то с тем большей точностью мы можем его измерить. Это все совершенно четко прописано в физике, в математике. И если надо, то это можно просто посмотреть. Такая динамичность коллектива большого, она проявляется только тогда, когда есть не один индивид, который ведет себя как-то отличным от общепринятого способом, а группа. И вот число этой группы, ее процентное соотношение по отношению ко всему коллективу, оно тем меньше, чем этот коллектив состоит из большего числа элементов. Там, в селе это будет достаточно весомая часть села, чтобы там какие-то изменения произошли. А в городе это будет, там, может быть, 0,01%, скажем, в большом городе. Просто для того, чтобы вот эти изменения сначала были увидены этим коллективом, а затем уже и коллектив поменялся и изменил свое поведение в ту или иную сторону. То есть получается, что динамичность вот этого большого коллектива, она связана и возможно только тогда, когда есть какое-то целенаправленное стремление, целенаправленное действие. Потому что если каждый элемент ведет себя по-своему, как хочет, то есть отклонение случайно, тогда наоборот, большой коллектив устойчив. Но при наличии вот такого целевого стремления уже какого-то, которое появиться может достаточно случайно на самом деле. Как оно появляется сейчас, это не важно. Но появляется, это факт. И вот при наличии такого стремления, которое объединяет, скажем, разных людей в городе или в стране, вот тогда может возникнуть уже и новое качество во всем этом коллективе. И в качестве итога можно выделить 3 момента. Первое – это мы можем говорить о появлении нового качества только в отношении какого-то большого коллектива, то есть в отношении массивного предмета. Потому что иначе это просто отклонения будут. А второе, те элементы, которые составляют этот коллектив, должны обладать вариативным поведением, то есть возможностью отклонения различных. То есть вот муравьи, они не могут отклоняться от своего естественного поведения, люди могут. То есть нужна вариативность. И третий элемент, третье условие, это то, что должна присутствовать некоторая целевая сила. То есть должно присутствовать уже какое-то стремление, которое появляется, может быть, случайно в виде отклонения. Но если вот выполняются первые два условия, то оно может привести к тому, что весь этот предмет, вся эта масса, весь коллектив изменится, и это новое качество закрепится. Вот. Про вот эти 3 момента появления новых качеств, это ясно, я более-менее рассказал? Ну, да, мне с этим все понятно, но я думаю, что над этим всем еще нужно мне поразмыслить. Да, хорошо, это правильно. Это стоит обдумать, я думаю.